Сегодня не будет истории о кольце всевластия. Сегодня все начнется с другой древней реликвии. Истории, способной изменить судьбу целого мира. Закройте глаза. Представьте мир, где древние руины хранят тайны тысячелетий. Глава 2. Корона в руинах. Ночь опустилась на деревню быстро. Последние отблески заката давно исчезли за темной полосой леса, а где-то в маленьких окнах домов один за другим гасли огни. Только ветер лениво гулял между покосившимися заборами, заставляя скрипеть старые ставни. Каэль лежал на своей узкой кровати в тесном сарае, который уже давно стал ему домом. Сквозь щели в деревянной стене пробивался холодный воздух, а где-то под крышей тихо шуршали мыши. Сон не шел. Перед глазами все еще стояли те далекие холмы, на которые он смотрел вечером. Темные размытые силуэты на самом краю неба. Старики говорили, что когда-то там стояли руины, еще с тех времен, до Великого Раскола. Никто не ходил туда уже много лет. Каэль сам не понимал, почему сегодня эти слова так крепко засели у него в голове. Он повернулся на бок, подложил под щеку сложенную ладонь. «Мир слишком велик, чтобы вся моя жизнь закончилась здесь», — подумал он снова, как думал уже 100 раз. Только сегодня эта мысль звучала иначе, тише, настойчивее, словно кто-то произносил ее вместе с ним. Он закрыл глаза, дыхание стало ровнее, тело медленно тяжелело, погружаясь в ту вязкую дрему, что предшествует настоящему сну. И тогда пришла темнота. Сначала не было ничего, ни света, ни звука, ни ощущения собственного тела, только пустота, плотная, почти осязаемая, будто он оказался внутри самой ночи, из которой выкачали даже звезды. Потом появился звук, глухой, низкий. Он раздавался не откуда-то со стороны, а казалось, будто гудела сама пустота вокруг, будто где-то очень далеко, за пределами сна, билось что-то огромное и древнее. Каэль пытался понять, где он, но у темноты не было ни верха, ни низа. Гул повторился, на этот раз ближе. И тогда вдалеке, если здесь вообще было применимо слово «вдалеке», мелькнула тонкая полоса голубого света. Она не двигалась к нему, скорее он сам не замечая как, начал двигаться к ней. Ни ногами, ни телом, просто в следующее мгновение свет оказался ближе, еще ближе. Голубое сияние медленно разрасталось, окрашивая невидимые стены пустоты в холодный, почти ледяной оттенок. Каэль почувствовал странное давление в груди. Не боль, а скорее тяжесть ожидания. Перед грозой, когда воздух густеет за мгновение до первого удара грома. Гул стал ровным, постоянным. Будто где-то далеко внизу, под слоями камня и земли, размеренно билось каменное сердце. «Где я?» – попытался спросить Каэль. Но собственный голос не прозвучал. Он словно растворился, не успев родиться. Свет качнулся. На мгновение Каэлю почудилось, что внутри голубого сияния мелькнуло что-то неясное. Контур, тень без формы. Не лицо, не фигура. Просто ощущение, что там, в глубине света, есть нечто, обладающее взглядом. И этот взгляд был обращен на него. Каэль замер. Страха не было. По крайней мере, не тот страх, что он знал прежде. Не тот, что охватывал его, когда деревенские парни подходили слишком близко. Или когда староста хмурился, отказывая в работе. То было другое чувство. Древнее, тяжелое. Будто его рассматривали не глаза, а сама вечность. Гул под ногами, если у него еще оставались ноги, стал глубже, ниже. Тон изменился, превращаясь почти в вибрацию, которую Каэль скорее ощущал кожей, чем слышал. И тогда пришла мысль. Не голос, не слова. Просто чувство, возникшее прямо в сознании, будто его вложили туда извне. Его ждут. Каэль вздрогнул. Свет качнулся снова, на этот раз резче, будто что-то там, внутри голубого сияния, повернулось к нему своим всем естеством. Пространство вокруг задрожало. Стены пустоты, которых он не мог видеть, но чувствовал, начали сжиматься, стягиваясь к центру, туда, где пульсировал свет. Гул превратился в рев, негромкий, скорее всеобъемлющий, будто он раздавался одновременно снаружи и внутри самого Каэля. Земля под ним содрогнулась. По крайней мере, ему так показалось.
потому что здесь не было ни земли, ни неба, только это странное вязкое ощущение падения без движения. Каэль инстинктивно попятился. Свет рванулся следом. И в тот момент, когда голубое сияние должно было накрыть его целиком, рев стал таким плотным, что казалось, вот-вот раздавит грудную клетку. Каэль проснулся. Он резко открыл глаза, сердце колотилось так сильно, будто он только что пробежал весь лес без остановки. По телу выступил холодный пот, несмотря на прохладу сарая. Он сел на кровати, тяжело дыша, и несколько долгих секунд просто смотрел перед собой, не в силах понять, где заканчивается сон и начинается явь. Темные доски крыши, знакомый скрип ставен, тонкая полоса серого предрассветного света, пробивающаяся сквозь щель в стене. Все было на своих местах, но все же что-то изменилось. Каэль поднес дрожащую ладонь к лицу, вытер испарину со лба. «Просто сон», – тихо произнес он. Слова прозвучали неубедительно даже для него самого. Он попытался вспомнить подробности, но чем сильнее старался, тем быстрее образы ускользали, будто дым, растворяющийся при первом порыве ветра. Осталось только ощущение, гул, голубой свет и то странное необъяснимое чувство, будто кто-то или что-то где-то далеко под землей действительно ждет именно его. Каэль медленно опустил ноги на холодный пол. Тело все еще немного трясло, не от холода. Он подошел к маленькому окну, отодвинул кусок мешковины, служившей занавеской. Небо на востоке только начинало сереть, готовясь к рассвету. Деревня еще спала. Ни одного огонька в окнах, ни звука, кроме далекого лая одинокой собаки. Каэль перевел взгляд туда, где вчера вечером темнели на горизонте едва различимые холмы. Сейчас, в утренних сумерках, их почти не было видно, только смутная тень на границе неба и земли. Но он знал, что они там. И впервые за долгое время почувствовал что-то, чему не мог подобрать название. Ни любопытство, ни страх. Что-то среднее, тревожное, тянущее его наружу так же настойчиво, как голод тянул к дому старосты. «Это просто сон», — сказал снова он себе. «Дурной сон, вот и все. Слишком долго смотрел на эти холмы вчера, вот и приснилось». Объяснение звучало разумно, логично. Именно так бы ему сказал любой в деревне. Но где-то глубоко внутри, в том месте, куда не долетали доводы разума, Каэль знал, дело не в этом. Он еще немного постоял у окна, глядя, как небо медленно светлеет, розовея на самом краю горизонта. Потом медленно опустился обратно на кровать, но не лег. Просто сидел, обхватив колени руками, и снова возвращался мыслями к тому глухому гулу и голубому свету, пульсирующему где-то в темноте, как чужое сердце, бьющееся сквозь толщу веков. Сон больше не шел. Да Каэль уже и не пытался уснуть. Что-то внутри него, тихое, но упрямое, уже приняло решение. Сегодня он пойдет к холмам. Каэль поднялся с кровати, пока за маленьким окном медленно светлело небо. Серые сумерки постепенно сменялись блеклым утренним светом. Гул, голубое сияние, то странное ощущение чужого присутствия, все это будто застряло где-то под кожей, не желая отпускать. И с каждой минутой решение крепло, а не таяло вместе с остатками сна. Он быстро умылся ледяной водой из деревянной бочки, стоявшей у входа в сарай, натянул потертую дорожную куртку и надел старые сапоги, подошвы которых давно уже спросили замены. Прежде чем выйти, он на мгновение остановился, глядя на свои руки. «Глупость», – тихо пробормотал он себе под нос. Это был всего лишь сон. Но вместо того, чтобы заняться привычными делами, поискать работу у старосты, наколоть дров или починить прохудившуюся крышу, он снял с полки старый масляный фонарь и внимательно осмотрел его. Фитиль был коротким, но масла оставалось достаточно. Затем он открыл небольшой деревянный сундук, единственный, что достался ему от отца, и достал моток крепкой веревки, небольшой нож с треснувшей рукоятью и кожаную флягу, которую он наполнил водой из бочки. На всякий случай. Сам не зная толком, зачем ему все это может понадобиться, Каэль сложил вещи в холщовую сумку и закинул ее через плечо. Заперев сарай на кривой засов,
Он направился к окраине деревни. Пепельный брод только просыпался. Из печных труб поднимался редкий дым, где-то скрипело колесо колодца, лаяли собаки, приветствуя новый день привычной перебранкой. Несколько женщин уже несли ведра с водой, тихо переговариваясь между собой. Возле своего двора старик Орен возился с тележным колесом, то самое, что скрипело уже который день. Заметив проходящего мимо юношу, он поднял голову и прищурился. «Эй, Каэль, куда собрался в такую рань? Уж не в лес ли?» Каэль остановился, стараясь, чтобы голос прозвучал как можно более обыденно. «Да, хочу поискать лекарственные травы. Мира говорила, что после дождя они лучше берутся». Орен отложил молоток, внимательно оглядел его, задержавшись взглядом на сумке, на фонаре, торчавшем сбоку. «Для трав тебе фонарь без надобности». Каэль замялся на минуту. «Забужусь, если задержусь допоздна». Старик хмыкнул, явно не до конца поверив, но расспрашивать дальше не стал. Вместо этого его лицо посерьезнело. «Тогда держись подальше от старых руин. Плохое это место». «Почему?» – спросил Каэль, хотя уже слышал эти слова десятки раз за свою жизнь. Орен тяжело вздохнул, опустившись на низкую скамью у забора. «Не знаю толком. Еще мой дед говорил, что земля там проклята. Птицы не поют. Звери обходят стороной. Даже волки туда не суются, а они, как известно, ничего не боятся. А те, кто пытался искать там сокровища, возвращались ни с чем. Если вообще возвращались». Несколько мгновений они молчали. Где-то вдалеке прокричал петух. «Иногда», – тихо добавил старик, понизив голос, – «ночью со стороны башни будто слышится звон, словно кто-то бьет по огромному колоколу глубоко под землей. Моя покойная жена клялась, что слышала его дважды за свою жизнь». По спине Каэля пробежал холодок. Он невольно вспомнил гул из своего сна. Тот низкий, тягучий звук, поднимавшийся где-то из самой земли. «Это всего лишь старые сказки», — попытался улыбнуться он, хотя улыбка вышла не слишком-то убедительной. «Может быть», — согласился Орен, вновь берясь за молоток. «Но сказки редко рождаются на пустом месте. Запомни это». Каэль кивнул, попрощался и продолжил путь к окраине деревни, чувствуя, как слова старика тяжелым камнем опускаются куда-то в грудь. Чем дальше оставались последние дома, тем тише становилось вокруг. Лес встретил его с привычным запахом хвои и влажной после ночного дождя земли. Солнечный свет неровными пятнами пробивался сквозь плотные кроны, играя на мокрой травинке. Сперва все было как обычно. Пели птицы, где-то в кустах шуршала мелкая живность, ветер тихо шевелил верхушки деревьев. Но чем дальше Каэль углублялся в лес, тем отчетливее менялось что-то вокруг, едва уловимо, будто кто-то постепенно приглушал звуки один за другим. Сначала стихло пение птиц, затем пропал стрекот насекомых. Потом исчез даже шелест мелких зверьков под леске. Каэль остановился, прислушиваясь. Тишина. Полная, плотная, неестественная тишина, которую он никогда прежде не замечал в этом лесу. Даже ветер, казалось, перестал дышать. Листья над головой замерли, будто чья-то невидимая рука придержала их движение. Он медленно огляделся. Ничего не изменилось внешне. Те же деревья, та же тропа, тот же свет, пробивающийся сквозь ветви. И все же что-то давило на грудь все сильнее с каждым шагом, будто сам воздух здесь стал гуще. Сделав еще несколько шагов, Каэль ощутил необъяснимый холодок, пробежавший по коже, хотя солнце уже поднялось довольно высоко, и обычно в это время в лесу становилось теплее. Он крепче сжал ручку фонаря и двинулся дальше, стараясь не обращать внимания на нарастающую тревогу. И тогда между стволами деревьев показались руины. При свете дня они выглядели даже более величественно, чем в его памяти. Обломки некогда высоких колонн лежали среди высокой травы. Огромные каменные блоки, покрытые толстым слоем мха, громоздились друг на друга в беспорядке. А остатки самой башни поднимались над кронами леса, словно обглоданные временем кости давно погибшего великана. Каэль медленно приблизился, чувствуя, как сердце начинает биться чаще с каждым шагом. Он остановился у первого обломка колонны и провел пальцами по вырезанным на камне символам, странным незнакомым знаком, которые едва проступали под слоем лишайника и мха. Камень оказался неожиданно теплым. Юноша резко отдернул руку, будто обжегшись.
тот же миг где-то глубоко под землей раздался едва различимый гул. Настолько слабый, что можно было применить его за игру воображения, если бы Каэль уже не слышал тот самый звук, минувшей ночью, во сне. Земля под ногами будто на мгновение дрогнула. Каэль замер, не дыша. Он медленно перевел взгляд на полуразрушенный вход в башню, наполовину скрытый под обвалившимися камнями. Оттуда тянуло прохладой, глубокой, застоявшейся, будто сам воздух там был старше самого леса. Несколько долгих секунд Каэль боролся с собой. Развернуться и вернуться в деревню было бы самым разумным решением. Забыть про сон, про гул, про холмы на горизонте. Вернуться к привычной жизни, к работе за миску похлебки, простому и понятному существованию, которое он знал всю жизнь. Но любопытство, а вместе с ним и то смутное, необъяснимое чувство, что тянуло его сюда с самого рассвета, оказалось сильнее страха. Каэль поднял фонарь повыше, глубоко вдохнул холодный застоявшийся воздух и сделал первый шаг внутрь разрушенной башни. За порогом башни мир словно остался позади. Солнечный свет еще проникал внутрь сквозь пролом в обрушенной крыше, тонкими столбами падая на разбитые каменные плиты пола, опрокинутые колонны и груды обломков, покрытых толстым слоем многолетней пыли. Воздух здесь был неподвижным, тяжелым, будто застоявшимся за долгие века. Казалось, сюда не ступала нога человека самого великого раскола. Каэль сделал несколько осторожных шагов, и каждый звук, скрип сапога по каменной крошке, шорох сумки на плече, отдавался гулким эхом, будто помещение специально было создано, чтобы усиливать любой шум. Он поднял фонарь повыше и медленно осмотрелся. Когда-то этот зал явно был огромным, судя по остаткам стен, уходившим далеко в стороны, и по высоте уцелевших колонн. На некоторых из них еще сохранились фрагменты искусной резьбы. Неизвестные мастера высекли фигуры людей, державших в поднятых руках сияющие сферы, высокие башни, устремленные к небу, и странные круги, заполненные незнакомыми символами, похожие на те, что он видел на камнях снаружи. Все было изрезано трещинами, местами обвалилось, но даже разрушение не смогло до конца стереть былое величие этого места. «Кто же вы были?» – тихо прошептал Каэль, обращаясь то ли к резьбе, то ли к самим стенам. Но ответом была лишь тишина, глубокая, вязкая, будто сам воздух поглощал звук. Он двинулся дальше, осторожно обходя завалы. Несколько соседних помещений оказались почти пустыми. В одном лежали истлевшие деревянные палки, некогда, видимо, служившие частью перекрытия. В другом виднелись обломки каменных столов, покрытые многолетней грязью. Ни сокровищ, ни оружия, ни даже намека на то, что здесь когда-то жили люди, только пыль, камень и молчание. «Неужели это и правда просто старые развалины?» – мелькнула мысль, но что-то внутри упрямо твердило обратное. Каэль чувствовал не разумом, а каким-то другим, более древним чутьем, что оказался здесь не случайно. Слишком много совпадений: сон, гул под ногами, тепло камня под пальцами. В дальнем углу зала он заметил почти полностью обрушенную стену. Между огромными каменными блоками, завалившими проход, оставалась узкая щель, откуда явственно тянуло холодным застоявшимся воздухом, куда более сильным, чем везде вокруг. Каэль поставил фонарь на относительно ровный участок пола и подошел ближе, разглядывая завал. Несколько крупных обломков лежали неустойчиво, их вполне можно было сдвинуть. Он поплевал на ладони, ухватился за ближайший камень и потянул на себя. Тот поддался неохотно, со скрипом и скрежетом. Работа оказалась тяжелой. Пыль забивалась в горло, заставляя кашлять. Острые края камней царапали ладони. Несколько раз Каэль отступался, чуть не роняя себя на ноги очередной обломок, но упрямо продолжал расчищать проход, один камень за другим оттаскивая в сторону. Через какое-то время он и сам не смог бы себе сказать, сколько времени прошло. Щель наконец стала достаточно широкой, чтобы протиснуться внутрь. Каэль остановился на мгновение, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони и заглянул в темноту за проломом. Там начинался узкий коридор. Пол в нем заметно уходил вниз, под уклон, скрывающийся во мраке. Каэль снова взял фонарь, поправил сумку на плече и, глубоко вдохнув, шагнул внутрь. С каждым шагом воздух становился холоднее. Сперва едва заметно, потом все сильнее, да так, что дыхание начало превращаться в легкий пар перед лицом. Несмотря на то, что снаружи
судя по всему. Все еще стояло довольно теплое утро. Стены вокруг постепенно менялись. Грубая неровная кладка, характерная для верхних залов башни, постепенно исчезла, уступая место идеально обработанному серому камню. Между плитами не было видно ни единой щели, ни одного зазора, будто их создавали не человеческие руки, а какой-то иной неизвестный мастер, для которого подобная точность была обыденностью. Даже пыль здесь странным образом почти исчезла. Каэль провел пальцами по стене, ощущая под ладонью гладкий, почти отполированный камень, будто время сюда никогда не заглядывало. Через несколько десятков метров узкий коридор внезапно закончился, и перед юношей открылась винтовая лестница, спиралью, уходящая глубоко вниз, во тьму. Он поднес фонарь ближе к краю первой ступени, пытаясь разглядеть дно. Свет терялся где-то в темноте, не достигая низа. Каэль невольно сглотнул. Мысль о том, чтобы развернуться и уйти, снова мелькнула где-то на краю сознания. Трезвая, разумная мысль. Никто не узнает, что он был здесь. Можно вернуться домой, забыть про сон, наврать старику Орену про травы, которые якобы нашел. «Если сейчас уйду», — тихо произнес он вслух, будто убеждая самого себя, то никогда не узнаю правду. Собственный голос прозвучал глухо, придавленный тяжестью каменных сводов. Он поставил ногу на первую ступень. Камень оказался на удивление теплым, совсем как тот снаружи у входа в руины. Каэль на мгновение замер, ощущая это тепло даже сквозь подошву сапога. Затем сделал следующий шаг. Затем еще один. Лестница закручивалась плавной спиралью, уходя все глубже под землю. С каждым витком становилось темнее. Свет фонаря выхватывал из мрака лишь несколько ступеней впереди, а дальше все тонуло в непроглядной черноте. Становилось и тише. Настолько тише, что собственное дыхание начинало казаться Каэлю неприлично громким, будто оно нарушало какой-то давний, ненарушаемый покой. Иногда ему чудилось, что где-то впереди, за пределами света фонаря, раздаются шаги, легкие, едва слышные. То ли это эхо его собственных, то ли что-то еще. Он резко останавливался, вслушиваясь в темноту, задерживая дыхание, но ничего. Только слабый треск пламени в фонаре, да редкое капание воды где-то вдалеке в стороне. Каэль продолжал спуск. Прошло несколько минут, или, возможно, значительно больше. Здесь, в этой давящей темноте, время будто утратило всякий смысл, растянувшись в нечто вязкое и неопределенное. Ступени сменялись одна за другой. Спираль лестницы казалась бесконечной, и на какое-то мгновение Каэлю почудилось, что он спускается уже целую вечность, что деревня, солнечный свет и вся его прежняя жизнь остались где-то невероятно далеко, в другом, почти забытом мире. Но, наконец, когда усталость в ногах стала уже по-настоящему ощутимой, лестница закончилась. Каэль остановился на последней ступени, подняв фонарь повыше. Перед ним открылся широкий круглый зал. Свет фонаря выхватил из темноты гладкий каменный пол, покрытый тонким, почти невесомым слоем серой пыли. Стены зала уходили вверх, теряясь где-то в темноте свода. Судя по эху, помещение было куда больше, чем позволял разглядеть скромный огонек фонаря. Каэль сделал несколько шагов вперед, и тогда заметил странную деталь. На полу были следы. Не старые, не полустертые временем, свежие, четкие, будто кто-то прошел здесь совсем недавно. Они тянулись от подножия лестницы и вели куда-то в глубину зала, туда, куда пока не доставал свет фонаря. Холодок пробежал по спине Каэля. Он медленно опустился на одно колено и коснулся пальцами одного из отпечатков. Пыль вокруг здесь была явно потревожена. Не так, как выглядела бы пыль, пролежавшая нетронутой сотни лет. «Неужели здесь кто-то был?» – подумал он, чувствуя, как участилось сердцебиение. Или, что было еще тревожнее, кто-то все еще находился здесь. Каэль медленно поднялся, крепче сжимая ручку фонаря, и настороженно провел светом по залу, вглядываясь в темноту, за пределами узкого светового круга. Постепенно, шаг за шагом, из мрака начали проступать очертания чего-то в дальнем конце помещения. Невысокое, грубое, явно рукотворное. Каэль медленно двинулся вперед, следуя цепочке свежих следов, не сводя глаз с проступающего впереди силуэта. С каждым шагом контуры становились отчетливее.
Круглый постамент и что-то на нем. Каэль медленно приближался, не сводя глаз с проступающего впереди силуэта из темноты. С каждым шагом свет фонаря выхватывал все новые детали. Постамент оказался невысоким, круглым, сложенным будто из единого куска камня. Ни трещин, ни следов кладки, только гладкая, чуть шероховатая поверхность, покрытая по краю концентрическими кольцами вырезанных символов. Они шли ровными рядами, один круг внутри другого, будто письмена бежали от спирали к центру. На передней грани постамента, обращенной прямо к Каэлю, был высечен герб. Пара распахнутых крыльев, соединенных внизу узким клинком. Камень здесь был чуть темнее остального, отполирован многими прикосновениями, хотя пыль вокруг лежала нетронутым слоем. А в центре, на самой вершине постамента, покоилась она. Каэль замер. Корона. Она вовсе не была похожа на те, что представлял он себе по рассказам странников. Никакого золота, никаких драгоценных камней, никакого сияющего великолепия королевских регалий. Темный, почти черный камень, грубый и одновременно удивительно правильной формы, поднимался острыми неровными зубцами, будто вырезанными не резцом мастера, а самой природой. Как ледяные пики горной вершины или как клыки какого-то древнего зверя. 7 зубцов разной высоты, самый высокий в центре, прямо напротив Каэля. По ободу чуть ниже зубцов тянулась тонкая полоса рун, тех же символов, что были высечены на постаменте, только здесь они не просто были вырезаны в камне. Они светились, едва заметно, почти неуловимо, бледно-голубым тусклым светом, будто угасающие угли костра, догорающего где-то на самом краю сознания. А в самом центре, на лбу короны, покоился кристалл. Крупный, ограненный в форме вытянутого ромба, глубоко синий, почти черный в своей глубине, но пронизанный внутри тонкими светящимися прожилками, похожими на замерзшие молнии. Свет фонаря отражался в его гранях, преломляясь, рассыпаясь по стенам зала мелкими бликами. Каэль стоял неподвижно, забыв на мгновение даже дышать. «Это...» – прошептал он, не договорив. Слова не находились. Он никогда прежде не видел ничего подобного. Ни в деревне, ни на той выцветшей карте в трактире, ни даже в самых смелых рассказах бродячих торговцев, которые изредка останавливались в пепельном броде на ночлег. Осторожно, будто боясь спугнуть само видение, Каэль сделал еще несколько шагов вперед. Следы на полу, те самые свежие отпечатки, вели прямо к постаменту и обрывались здесь же, у его основания. Каэль опустил взгляд, снова ощутив холодок беспокойства. Кто-то стоял здесь, совсем недавно, но зал был пуст, насколько хватало света фонаря. Вокруг не было ни души, лишь тишина и застывший в неподвижности воздух. Каэль медленно обвел лучом света стены зала, круглые, гладкие, без единого прохода, кроме той лестницы, по которой он спустился. Ни двери, ни ниши, ни трещины, куда мог бы скрыться человек. «Может, эти следы оставил кто-то очень давно?» – подумал он, стараясь унять тревогу. А пыль просто улеглась так, что кажется, будто это случилось недавно. Объяснение звучало не слишком убедительно, но других не находилось. А стоять здесь бесконечно гадая, не было смысла. Каэль снова перевел взгляд на корону. Она манила его необъяснимо, почти против воли. Та же тяга, что вела его со вчерашнего вечера, теперь стала почти нестерпимой. Будто сам воздух в этой части зала стал гуще, плотнее, насыщеннее, чем везде вокруг. Он подошел вплотную к постаменту. Кристалл на лбу короны словно откликнулся на его приближение. Тонкие прожилки внутри него на мгновение вспыхнули чуть ярче, а затем снова потускнели, будто нечто внутри камня моргнуло, разглядывая пришедшего. Каэль замер, затаив дыхание. Ничего больше не произошло. Ни гула, ни голоса, ни внезапной вспышки света. Только тихое, едва уловимое сияние рун вдоль обода. Спокойное и ровное, как дыхание спящего существа. «Просто игра света», — сказал он себе. «Отражение фонаря». Но пальцы предательски дрожали.
когда он протянул руку к короне. Он остановился в паре сантиметров от камня, вдруг ощутив странную нерешительность. Что, если это ловушка? Что, если прикосновение вызовет что-то, с чем он не смог бы справиться? Старик Орен говорил, что те, кто искал здесь сокровища, не возвращались. Но он зашел слишком далеко, чтобы отступить сейчас. Каэль сделал глубокий вдох и осторожно коснулся пальцами острого края короны. Камень оказался теплым. Не обжигающим, не пугающе горячим, просто теплым, будто корона долгие века хранила в себе частичку жизни, не желающую угасать даже в этом холодном, почти забытом подземелье. Тепло медленно разлилось по пальцам, поднимаясь выше, к запястью. Приятно, почти успокаивающее ощущение, совсем не похожее на то, чего он опасался. Никакой боли, никакой вспышки, только это ровное глубинное тепло и едва уловимое чувство, будто что-то внутри короны, или может быть внутри него самого, тихо вздохнуло с облегчением. Каэль осторожно обхватил корону обеими руками и приподнял ее над постаментом. Она казалась тяжелее, чем он ожидал. Тяжесть настоящего плотного камня, но не настолько, чтобы ее было трудно удержать. Руны вдоль обода на мгновение засветились чуть ярче, отбрасывая на стены зала бледные голубые тени, а затем снова успокоились, вернувшись к прежнему тусклому состоянию. Он стоял так несколько долгих мгновений, держа корону перед собой и вглядываясь в переплетение символов на ее ободе. Ни один из них не был ему знаком. И все же, глядя на них, Каэль ощущал странное необъяснимое чувство, будто где-то на самой границе понимания, в месте, куда еще не дотягивался разум, эти знаки что-то значили. Что-то важное. Что-то, что он вот-вот должен был вспомнить, но никак не мог ухватить ускользающую мысль. «Что ты такое?» – подумал он, вглядываясь в синий кристалл на лбу короны. Кристалл, конечно же, не ответил, только тихо мерцал изнутри, как догорающая звезда. Каэль медленно опустил взгляд на пустой постамент, туда, где несколько мгновений назад лежала корона. Круги рун на камне теперь казались чуть тусклее, будто часть их света ушла вместе с находкой. Он вдруг осознал, что стоит здесь уже слишком долго. Фонарь давал все меньше света. Масла, судя по всему, оставалось не так много, как ему казалось утром. А обратный путь наверх, по бесконечной винтовой лестнице, обещал быть не короче спуска. Каэль огляделся в последний раз, окидывая взглядом пустой круглый зал, гладкие стены, темноту, поглотившую все вокруг за пределами света. Что-то подсказывало ему, что это место запомнит его приход. Он снял с плеча сумку, осторожно, будто боясь повредить хрупкую драгоценность, свернул корону в кусок плотной ткани, которую предусмотрительно прихватил вместе с веревкой, и уложил ее на самое дно сумки. Тепло камня ощущалось даже сквозь ткань. Закинув сумку обратно на плечо, Каэль в последний раз посмотрел на опустевший постамент, а затем повернулся и медленно направился обратно к лестнице, туда, откуда пришел, не подозревая, что оставляет позади не просто древние руины, а порог, который уже никогда не позволит его жизни остаться прежней. Обратный путь наверх дался куда тяжелее, чем спуск. Ноги гудели от усталости, а масло в фонаре подходило к концу. Пламя то и дело вздрагивало, будто вот-вот готово было погаснуть совсем. Каэль поднимался по винтовой лестнице, стараясь не думать о том, что случится, если свет исчезнет раньше, чем он доберется до верха. Сумка на плече казалась тяжелее с каждым витком спирали, хотя сама корона, укутанная в плотную ткань, весила не так уж много. Скорее, тяжесть чувствовалась где-то в груди, в мыслях, которые крутились одна быстрее другой, не давая покоя. «Что я нашел?» – думал он, механически переставляя ноги с одной ступени на вторую. «И что теперь с этим делать?» Ответов не находилось. Когда впереди наконец забрезжил тусклый дневной свет, пробивающийся откуда-то сверху сквозь пролом в стене, Каэль ощутил, как с плеч будто свалился невидимый груз. Он ускорил шаг, преодолел последние ступени и, щурясь от неожиданно яркого света, выбрался обратно в верхний зал руин. Солнце успело подняться уже довольно высоко. Каэль замер на мгновение, вглядываясь в знакомые очертания обрушенных колонн и разбитых плит. Все было точно так же, как несколько часов назад, будто и не было никакого спуска, никакой лестницы, никакой короны.
Он выбрался наружу, щурясь от яркого солнечного света после долгого пребывания в темноте. Лес встретил его прежней тишиной. Птицы по-прежнему молчали, а ветер по-прежнему не шевелил листву. Только теперь эта тишина уже не пугала его так сильно, как утром. Она стала почти привычной. Каэль поправил сумку на плече, чувствуя сквозь ткань слабое тепло камня, и быстрым шагом двинулся прочь от руин, туда, где начинался знакомый лес, ведущий обратно к деревне. Только когда между стволами деревьев замелькали первые крыши пепельного брода, звуки леса начали возвращаться. Сперва робко, отдельными нотами, затем все увереннее. Каэль остановился на мгновение, прислушиваясь к пению птиц, будто впервые в жизни осознавая, насколько это привычный, обыденный звук. Он глубоко вздохнул, стараясь унять сбившееся дыхание и привести мысли в порядок. Что он скажет, если кто-то спросит, где он был так долго? Что у него в сумке? Каэль машинально коснулся ткани, обернутой вокруг короны, ощущая под пальцами твердые острые грани. «Никто не должен знать», — подумал он, и мысль эта пришла настолько ясно и твердо, что он даже не успел удивиться собственной уверенности. Он и сам не мог бы объяснить, почему был так убежден в этом. Возможно, дело было в словах старика Орена о проклятом месте. Возможно, в том необъяснимом тревожном чувстве, что не покидало его с самого пробуждения. А может быть, он просто хорошо знал свою деревню. Покажи здесь что-то странное и непонятное, и уже через день по всему пепельному броду будут шептаться, что бездомный сирота притащил из руин проклятую вещь. Ему это было не нужно. У него и без того хватало причин, по которым на него косо смотрели. Деревня встретила его обычной дневной суетой. Женщины развешивали белье, кто-то чинил телегу, несколько мальчишек гоняли по улице тощую дворовую собаку. Никто особенно не обратил внимания на юношу, возвращающегося со стороны леса. Для Каэля это было привычным делом. Возле своего двора он снова увидел старика Орена, теперь уже сидевшего в тени навеса с кружкой в руках. «А, вернулся», — заметил старик, окинув его взглядом. «Нашел травы?» Каэль на мгновение замялся. «Не так много, как хотелось», — ответил он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «День почти без толку прошел». Орен прищурился, разглядывая его лицо, усталое, бледное, с едва заметными царапинами на руках от возни с камнями. «Выглядишь так, будто с чем-то боролся, а не травы собирал. Спотыкался пару раз», — коротко ответил Каэль, отводя взгляд. Старик хмыкнул, но к облегчению юноши продолжать расспросы не стал. То ли устал, то ли решил, что это не его дело. «Осторожнее там в следующий раз», — только и сказал он, возвращаясь к своей кружке. Каэль кивнул и поспешил дальше, к своему сараю, чувствуя, как сердце все еще колотится чуть быстрее обычного. Оказавшись внутри, он первым делом плотно закрыл дверь на засов, то, чего обычно не делал в светлое время суток. Сарай встретил его привычной темнотой и запахом сырого сена. Каэль поставил сумку на пол, опустился на колени рядом с ней и осторожно, будто разворачивая величайшую драгоценность, вытащил сверток с короной. Ткань упала в сторону. В полумраке сарая корона выглядела иначе, чем в подземном зале. Темный камень казался почти черным, а руны вдоль обода светились чуть заметнее на фоне царившей вокруг тени, тонкими голубыми линиями, будто прочерченными светящимися чернилами. Каэль долго смотрел на нее, сидя на полу. Он думал о том, чтобы спрятать корону немедленно, засунуть на самое дно старого сундука под тряпье, подальше от глаз. Но что-то удерживало его от этого, какое-то странное нежелание расставаться с находкой, пусть даже на время. В конце концов он все же поднялся, подошел к сундуку в углу и приподнял крышку. Внутри лежали немногочисленные пожитки: отцовский плащ, пара запасных рубах, старые письма, которые он давно уже не смог заставить себя перечитать. Каэль аккуратно завернул корону обратно в ткань и уложил ее на самое дно сундука, прикрыв сверху рубахами. Потом еще немного постоял, глядя на закрытую крышку, будто сомневаясь, правильно ли он поступает. «Что бы это ни было, — подумал он наконец, — пусть пока останется тайной. Моей тайной». День клонился к вечеру. Каэль так и не смог заставить себя заняться привычными делами. Ни наколоть дров, ни поискать работу у соседей. Усталость от бессонной ночи и долгого похода к руинам навалилась на него только сейчас, когда напряжение немного отпустило. Он развел в очаге небольшой огонь, благо дров еще оставалось на пару дней, и сел рядом, глядя на пляшущие языки пламени.
Мысли снова и снова возвращались к тому, что лежало теперь в сундуке в другом углу сарая. Корона. Он до сих пор не понимал, что она такое, зачем оказалась под землей, кто оставил эти свежие следы на пыльном полу подземного зала. Слишком много вопросов и ни единого ответа. В какой-то момент Каэль не выдержал. Он поднялся, подошел к сундуку и снова достал сверток, разворачивая ткань в неровном свете очага. Руны на ободе слабо мерцали, отражая пляшущий свет, а синий кристалл на лбу короны казался еще глубже, еще темнее в этом освещении, будто внутри него скрывалась целая ночь, спрятанная в крошечном осколке камня. Гаэль долго рассматривал корону, вертя ее в руках, разглядывая каждый символ, каждую грань. «Кто же тебя сделал?» – тихо прошептал он, повторяя вопрос, который уже задавал сегодня однажды, в тишине подземного зала. Ответа снова не последовало, только тихий, едва уловимый треск огня в очаге да далекий, привычный лай деревенских собак за стенами сарая. Наконец усталость взяла свое. Каэль бережно завернул корону обратно и, поколебавшись мгновение, решил не убирать ее обратно в сундук, а оставить рядом с кроватью, будто не мог заставить себя снова спрятать находку слишком далеко от себя. Он лег на сено, натянул старое одеяло, чувствуя, как тяжелеют веки. Огонь в очаге постепенно догорал, бросая на стены сарая последние неровные тени. Каэль повернул голову, взглянув последний раз на сверток, лежащий в паре шагов от его постели. Тусклый отблеск голубого света, едва заметный, почти неразличимый, казалось, пробивался сквозь ткань, будто корона и в темноте продолжала тихо дышать собственной древней жизнью. «Завтра решу, что делать дальше», – подумал он, закрывая глаза. Сон пришел быстро, куда быстрее, чем прошлой ночью. Каэль не знал, что этот сон станет последним спокойным сном в его жизни.